Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Хочу вам сегодня предложить связать вот такую изумительную стильную модель от бренда Shein. Покорила на мое воображение, решила я поделиться с вами своей находкой, нашла на просторах интернета и сегодня буду делать мастер-класс. Я предлагаю вам связать этот джемпер из пряжи с мохером, с добавлением мохера. Очень красивая пряжа, такой же цвет почти подобрала тон в тон, девочки. Сегодня буду вам это все демонстрировать. Сейчас я вам приближу этот красивый узор. Он несложный. Вот. А отличительная особенность этой модели – рукава летучая мышь. Посмотрите внимательно, вот здесь хорошо это заметно. Видите, да? Рукавчики у нас идут, летучая мышь. Вяжется цельновязно у нас спинка и перед. И шов у нас идет вот здесь по рукаву и плечу. Вот он, тут виден, да? Вот, узор несложный. Больше сложность конструктивная. При вязании этой модели, я так наблюдаю, конструктивная сложность вот в поднятии вот этих петель дополнительных, да, сформировать вот этот красивый такой по рукаву скос. Но ничего, я думаю, мы сегодня это разберем и справимся. И там еще потом эти узоры расположить правильно. Так, давайте полистаем, посмотрим на модельку. Спиночка у нас тоже связана таким же узорчиком. Вот здесь очень хорошо виден этот шовчик, да. Вот такая модель не короткая, средней длины. Вот резинка у нас идет, планка по низу, резинка 1 на 1, манжетики планка, и по вырезу горловины планочка, тоже резиночка 1 на 1. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Вот такая вот у нас идет красота. Листаю вам дальше. Вот здесь можно хорошо разглядеть красоту рукава, то есть что она летучая мышь. Узор здесь хорошо можно приблизить, разглядеть. Я нарисовала схему этой модельки. И сегодня с вами делюсь. У нас в сегодняшнем мастер-классе будет, значит, описание составлено с 44 по 58 размер. Вот так я замахнулась. В принципе, не очень как бы там что-то такого сложного предстоит. Ну вот по вырезу горловины убавочки идут, да, такие равномерные. Расскажу, как их сделать. Ну и, конечно, сложность самая вот формировать, распределить узорчики, когда они по рукаву будут прибавляться. Так, ну вот такая еще у нас есть фотография, модель. Ну, очень красивая. Девочки, реально зацепила меня эта модель. Ну, рассматривайте, раздумывайте. По-моему, модель стоящая. У нас будет тонкая пряжа сегодня с мохером. Ну и давайте начнем с выбора пряжи. Покажу вам эту пряжу. Еще цвет, знаете, такой цвет приятный. Какой-то розовато-бежевый, да? Такой трендовый цвет, я бы сказала. Модный. Всем подойдет, в принципе. Ну и вот такая вот кокетливая у нас может еще форма приниматься этого джемпера. Вот. Ну, в общем, модный джемперочек, достойный внимания. Для вязания этого джемпера предлагаю пряжу Нака Супер Ангора. Это пряжа турецкого производства с добавлением мохера. У нас будет использоваться в составе 10% мохера
15% шерсть и 75% акрил. Премиум, причем такой мягенький акрил. Так, далее смотрим. Цвет. О, колор, но 10-275. Интересный цвет. Так, в метраж 100 грамм у нас 395 метров. Вот такая вот пушистая, нежная пряжа, очень мягенькая, совсем не колется. Очень большая пушистость, девочки, сразу. Вы видели? Посмотрите, как я вяжу, и поймете. Ой, прям пушится, вот тут все видно. Видите, какая пушочек. Легенькая такая, прям воздушненькая. Очень приятно с нее вязать. Я вязала спицами 3,5. Вот такой получается у нас узорчик с вами. Так, что, девочки, по поводу узора все понятно, в принципе, да? Давайте сейчас с вами посмотрим схему. Схема узора у нас выглядит вот таким образом. Раппорт у нас в высоту составляет 16 рядов. Я его выделила вот этим зеленым цветом, видите? Зеленым цветом выделила раппорт. И в ширину это 28 петель, без вот этих двух изнаночных петель, которые идут слева. Условные обозначения у нас, девочки, здесь будут тоже несложные. Горизонтальная черточка – это изнаночная петля, и вертикальная черточка – это лицевая петля. Вот такие треугольнички – это 2 вместе лицевой, соответственно, с наклоном вправо, и вот это зеркальное с наклоном влево. Кружочек – это накид. Больше здесь… вот это перекрещивание 8 петель налево еще здесь встречается. Это, наверное, самый сложный элемент в этом вязании. Я покажу, как его вязать 2 способами. То есть первый способ с использованием дополнительной спицы, а второй, как это делаю, я обычно перекрещиваю. Вот. Начинать мы будем вязать с вами вот с этих дополнительных рядов, 8 рядов. В принципе, их можно было бы в раппорт включить вот отсюда, да, и закончить вот здесь, да. Но я посчитала, что так целиком как бы будет лучше ориентироваться. Вот. К тому же я посмотрела у модели, они тоже начинают вот так с половинки, да, как бы раппорта, и затем идет целиковый раппорт в высоту. Давайте сейчас с вами вот еще такое описание посмотрим. Я составила это описание. У нас здесь используется 44-46 размер, 48-50, 52-54, 56-58. Мы с вами разберем, сколько петель набрать на тот или иной размер. Спинка и перед у нас вяжутся снизу вверх единым вот как бы деталькой, да. Спинка и перед, они похожи и отличаются вырезом горловины. Рукавов у нас нет, они у нас цельновязанные вместе со спинкой и передом. Вот. Ну, вот это все вам детально, я, конечно, зачитывать сейчас не стану. Все это вы сами почитаете. Вот. Здесь самая сложность в формировании рукавчика будет. Здесь мы будем с вами добирать петли с 2 сторон. Как это сделать? Часто меня задавали, у меня были такие модели с цельновязанными рукавами. Спрашивали, мы не понимаем, как добрать. Я покажу вам в сегодняшнем видео, как я добираю петли, скажем так, да, как я их поднимаю дополнительно. Так, ну и потом при сборке мы выполняем плечевые швы. Они у нас, плечевые швы идут и плеча, и сразу же рукав, да, то есть это один шов. Вот, боковые швы там будут присутствовать. Ну и затем еще необходимо будет планку по вырезу горловины связать. И для манжет тоже поднять на круговые спицы, планочку тоже связать. Она там довольно высокая, около 10 сантиметров. Все вяжем резинкой 1 на 1 планки. Так, ну все это вы сами и так прочитаете. А сейчас давайте приступим к вязанию образца. Для вязания образца я набрала 32 петли. И начинаем мы с вами. У нас будут сейчас, так скажем, петли, ну, ряды пойдут, я бы их назвала вспомогательные, то есть это там половина раппорта, скажем так. Вот, то есть, в принципе, с этого начинаем вязать и джемпер после резиночки, вот, и затем пойдут раппорты.
подряд. Значит, начинаем. Я вяжу всегда кромочную первую в первом ряду лицевой петлей. Дальше вяжем 2 изнаночные и 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 изнаночные. Без разницы, как вы вяжете, за переднюю стенку, за заднюю. Без разницы, как удобно. Дальше идут 4 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Меняю я местами, потому что мне так удобно. И провязываю 2 поверх 1. 1 лицевой. Делаем накид, лицевая. Затем вяжем 2 изнаночные. И у нас опять идет 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4 и 2 изнаночные остались. Кромочную я вяжу изнаночной. Теперь у нас с вами идет второй ряд, ну такой вспомогательный. Мы вяжем, как смотрят петли, накиды провязываем изнаночными. Итак, вяжем с вами 3-й вспомогательный ряд. Начинаем также 2 изнаночные, 8 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Снова 2 изнаночные. Затем вяжем 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые и 2 изнаночные. Кромочную вяжем изнаночной. Так, 4-й ряд вспомогательный вяжем, как смотрят петли. 5-й ряд вяжем вспомогательный, так скажем. Нет, можно, конечно, раппорты отсюда начать, с самого начала считать. Вяжем 2 изнаночные, затем у нас идут 8 лицевых, наша коса большая, которую мы будем перекрещивать, 8 лицевых занимает. Затем опять 2 изнаночные, затем 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 изнаночные, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, 2 изнаночные и кромочная тоже изнаночная. Так. Переворачиваем 6-й ряд, вяжем, как смотрят петли. 7-й ряд вяжем 2 изнаночные. Дальше у нас идет перекрещивание 8 петель налево. Можно воспользоваться дополнительной спицей, можно не воспользоваться дополнительной, как вам угодно. Смотрите, первые 4 петли снимаем на дополнительную спицу, оставляем перед работой. Следующие 4 провязываем как 4 лицевые. А затем вот эти петельки, которые мы с вами оставили на дополнительные спицы, либо прямо с этой спицы провязываем их лицевыми, либо переснимаем на левую спицу и провязываем их лицевыми. Вот так аккуратно переснимаем их на левую спицу и вяжем тоже 4 лицевые. Так, перекрестили. Дальше идут 2 изнаночные и в ажурной части узора
1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 4 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 изнаночные. Кромочную вяжем изнаночные. Так, вот что у нас получается. Переворачиваем 8 ряд, дополнительно вяжем, как смотрят петли. Теперь я хотела бы ввести отчет раппорта. Вот. То есть сейчас я буду говорить про первый ряд раппорта нашего. То есть мы связали с вами дополнительных 8 петель, 8 рядов, то есть это в принципе составляет пол раппорта. Вот, то есть я его вот так, мне так проще вот косу мерить вот так. Давайте свяжем первый ряд раппорта. Вяжем 2 изнаночные, 8 лицевых. Дальше 2 изнаночные. И в нашем ажурной части узора идут сейчас 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая. 2 изнаночные, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 2 изнаночные. Кромочные тоже изнаночные. Переворачиваем вязание на второй ряд. Второй ряд раппорта вяжем, как смотрят петли. Третий ряд раппорта вяжем. Начинаем с 2 изнаночных. 1, 2, 8 лицевых, коса. Снова 2 изнаночные. Затем идут 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 2 лицевые. 1, 2. Затем идут 2 изнаночные. Снова 2 лицевые. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 изнаночные. Кромочные тоже изнаночные. Так, переворачиваем. 4-й ряд вяжем, как смотрят петли. 5-й ряд у нас с вами раппорта. Вяжем 2 изнаночные, 8 лицевых, 2 изнаночные, затем вяжем 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые. Ну и остались 2 изнаночные, кромочные тоже изнаночные. Так, переворачиваем. 6-й ряд у нас с вами будет, как смотрят петли, вязаться. У нас 7-й ряд. Вяжем 2 изнаночные, в косе 8 лицевых, 2 изнаночные. В ажурной части узора вяжем 1 лицевая, затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Затем идут 2 изнаночные, снова 4 лицевые, 1,
2, 3, 4, накид, 2 изнаночные с наклоном влево, лицевая, 2 изнаночные, кромочные тоже изнаночные. Так, связали. Переворачиваем вязание. 8 ряд вяжем, как смотрят петли. В принципе, можно было бы сказать, что мы связали с вами раппорт узора, да? Сейчас пойдет второй раппорт. Вот, но поскольку я начала нумерацию раппорта, то сейчас у нас половина ровно раппорта связана. Вяжем вторую половину, то есть 9 ряд. Итак, у нас с вами 9 ряд. Продолжаем. Значит, у нас 2 изнаночные, 8 лицевых. Это наша коса, пока нет никаких перекрещиваний. Затем опять 2 изнаночные. Ажурная часть узора 4 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая. Затем идут 2 изнаночные. Лицевая, накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. И 4 лицевые. Заканчиваем 2 изнаночными и кромочной тоже изнаночной. 10 ряд вяжем, как смотрят петли. 11 ряд раппорта вяжем. 2 изнаночные, в косе 8 лицевых, 2 изнаночные. В ажурной части у нас 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, ой, вправо, девочки, вправо, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые и 2 изнаночные, кромочные тоже изнаночные. В 12 ряду вяжем все петли, как они на нас смотрят. 13 ряд у нас с вами идет. Вяжем 2 изнаночные, 8 лицевых в косе, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, 2 изнаночные, кромочные тоже изнаночные. Переворачиваем 14 ряд, вяжем, как смотрят петли. 15 ряд у нас. Сейчас будут перекрещивания в косе. Это последний ряд в раппорте лицевой, который, и мы будем перекрещивать. Значит, вначале вяжем 2 изнаночные, потом коса. Давайте я покажу вам теперь не с помощью дополнительной спицы, а вот как я всегда привыкла перекрещивать. С дополнительной вы уже видели. Смотрите, я снимаю все 8 петель, и первые 4 петли у меня перед работой. Следующие 4 я аккуратно вот так вот за работой высвобождаю и аккуратно их собираю за работой на правую спицу и возвращаю на левую. Вот. Если потренируетесь, будете быстро так все перекрещивать. И все 8 вяжу лицевыми. Все, мы перекрестили косу налево на 8 петлях по 4. Затем у нас идут 2 изнаночные и наша ажурная вязка. Здесь идет 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 4 лицевые. 1,
2, 3, 4. Затем идут 2 изнаночные. Снова 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Лицевая. Ну, остались 2 изнаночные. Кромочные тоже изнаночные. Так, смотрите, сейчас вы провязываете 16 ряд, как смотрят петли. Затем для уравновешивания, так сказать, узора я провяжу еще несколько рядов по раппорту нашему. Вот, и сделаем влажную тепловую обработку образца, чтобы, плотность измерить нам надо обязательно, прежде чем приступать к расчету. Как я и сказала, девочки, мы повторять будем раппорт с 1 по 16 ряд теперь. Чередуем раппорты друг за другом, да? И смотрите, я уже, еще немножечко довязала. Сейчас надо сделать влажную обработку образца. Горячим паром я обдаю наш образец и вытягиваю его энергично по вертикали, по горизонтали. Он влажненький такой весь, послушненький. Хорошо так ведет себя. Так, еще разочек, так сказать, контрольный вариант. Так, все. Оставляем вот так в расправленном состоянии сохнуть наш образец. Так, берем теперь линеечку, прикладываем и измеряем. Вместе с кромочными меряем ширину нашего образца. 17 у меня получается сантиметров вместе с кромочными. У нас 32 петли. 32 делим на 17 сантиметров. 1,88. Давайте напишем 1,9. Все-таки плотность у нас такая будет. Записываем. В 1 сантиметре 1,9 петель. Так, теперь следующий момент. Вертикальная плотность. Для этого нам надо измерить высоту образца. Так, измеряем. Получается у меня 13 сантиметров. Сейчас нужно посчитать ряды. 28 рядов в моем образце я делю на 13 сантиметров. Плотность получается 2,15. Так и запишем. В 1 сантиметре 2,15 ряда получается. Так, ну а сейчас наша задача пойти и с помощью выкройки составить описание на несколько размеров. Для вязания нашего прекрасного джемпера с рукавами летучая мышь я нарисовала вот такую выкройку. То есть спинка перед у нас вяжется совершенно одинаково, единым полотном вяжется рукава вместе со спинкой, единым полотном вяжутся рукава вместе с передом. Они абсолютно одинаковые детали получаются. То есть вот этих вот, конечно, линий нет. Это я для рисования так делала. Вот, то есть все единым полотном. И шов у нас идет вот здесь, по рукаву. Если вы приглядитесь, у модели именно так сделано. У нас V-образный вырез горловины идет, да, вот. Ну а сейчас техническая часть идет расчетная. Как, в общем-то, обычно я начинаю, детали все вяжутся снизу вверх, да, то есть спинкой перед. И мы набираем количество петель на наши размеры, используя вот эти волшебные наши циферки с плотностью. Итак, для 44-46 размера с шириной 51,5 см спинки надо набрать 98 петель. Как посчитала, вот эту величину в сантиметрах умножила на плотность по горизонтали, получила петли. Для 48-50 размера ширину составляем 56 сантиметров, и это 106 петель.
Для 52-54 размера шириной спинки и переда 60 сантиметров будем набирать 114 петель. И для 56-58 размера шириной спинки 65 сантиметров будем набирать 126 петель. Самое интересное, что мы вяжем с вами для всех размеров от планки, которая составляет 10 сантиметров в высоту, резиночкой 1 на 1, и распределяем узоры. Это очень важно, чтобы красиво и правильно расположить узоры. Как это я вам всегда рисую схематично вот таким образом. Девочки, для того, чтобы продолжить дальнейшее объяснение, я должна вам показать эту схему еще раз. И смотрите, значит, я буду сейчас раппорт узора, это 28 петель. В него входит то, что мы с вами вязали, но вот без этих двух изнаночных, которых я добавляла для симметрии, крайне левой, да. И в сумме вот эти все наши узоры составляют 28 петель. Они состоят из косы на 8 петлях и из ажурного узора, который составляет 16 петель. Раппорт у нас у обоих узоров единый, то есть он в высоту это 16 рядов. Поэтому очень легко вот это все объединить. Вот. То есть раппорт узора у нас будет 28 петель. Повторяю, мы его как раз вязали, но исключаем вот эти две изнаночные крайне левые, которые были в образце. Так, это понятно. Теперь рисуем с вами. Для первого размера у меня получилось 3 раппорта по 28 петель ровно. Раз, два, три. То есть 28, 28, 28. И для симметрии я добавляю вот, смотрите, для симметрии добавляю вот эту часть. 2 изнаночные, 8 петель косы и 2 изнаночные. То есть я так и пишу здесь. 2, 8, 2. Вот. Добавил крайне левый для симметрии. У нас с этого начинается раппорт, этим же заканчиваться должен. Ну и, соответственно, кромочная справа, кромочная слева. В сумме это все составляет 98 петель. Для второго размера, который у нас, значит, получается 48-50, где 106 петель, необходимо добавить 8 петель. Но тут никак в узор их не вставишь. Добавляем изнаночными. 4 изнаночные справа, 4 изнаночные слева. Вот таким образом добавляем. Вот. Для третьего размера с шириной 60 сантиметров, 52-54 размер, надо добавить 114 петель. Предлагаю сделать следующим образом. Добавить необходимо, сейчас нарисую, смотрите, также оставляем 8 раппортов. Также составляем 3 раппорта по 28 петель. Раз, два, три, да, 28, 28, 28. Но здесь у нас также тут для симметрии 2, 8, 2. Но, соответственно, есть кромочные. Но вот сюда слева и справа хочу добавить косу на 8 петлях. Добавляется, получается в сумме 16 петель. То есть к этой вот величине добавим еще 16 петель. То есть это коса справа, коса слева. Ну, соответственно, тут еще кромочные идут. И как раз в сумме это составит 114 петель, которые нам нужны как раз для 52-54 размера. Что касается размера 56-58, здесь будет у нас 4 раппорта по 28 петель. 4 раппорта по 28 петель рисую. Раз, два, три, 4. Вот. И отлично у нас для симметрии умещаются вот эти 2 изнаночные, 8 петель косы и 2 изнаночные. Ну, соответственно, кромочная справа, кромочная слева. Вот таким образом располагаются узоры для размера самого большого 56-58. 126 петель составляет у нас здесь вот так узор. Когда мы будем с вами по рукаву делать прибавки,
петли должны ваши прибавляться и включаться в узор согласно вот этому же, так сказать, уже сформированному логотип, ну я не знаю, как это сказать, логарифму, то есть логотип, господи, уже заговариваться начала после этих расчетов. Так, значит, то есть вот такая последовательность должна у нас все время соблюдаться, да, то есть коса, 2 изнаночные, ажурный узор. Опять коса, 2 изнаночные, ажурный узор. То есть вот это вот нельзя никак игнорировать, да. Я сейчас уже до такой степени в детали вдаваться не буду, но имейте в виду, что вот так вот должно у вас чередоваться. Потому что сейчас пойдет у нас формирование рукава летучая мышь, у нас единое полотно, да, одновременно. Мы будем с вами делать прибавки справа и слева. Начнем на высоте 23 сантиметра, перевели сразу в ряды с помощью вертикальной плотности 23 сантиметра, я умножил на 2,15. Вот это вот число по вертикали. Получила ряды. Ряды это 50 рядов. То есть на этой высоте начинаем вот эти прибавки. Нам надо с вами для каждого рукава, то есть смотрите, я беру среднюю длину, то есть что рукав у нас 46 сантиметров, вправо-влево идет, да, ну начиная вот отсюда, как мы всегда спущенный рукав вяжем, да, то есть возможно у вас будет здесь своя величина. Резинка у нас при этом 10 сантиметров составляет планка, которая затем будет привязываться отдельно, а полотно 36 сантиметров узором. Вяжем вот так узором по вертикали, узор у нас располагается. Прибавки будут, где-то я тут так подробнейшим образом писала, и я, видно, не взяла этот листик. Так, я там расписала в нашем с вами, или вот здесь, что ли, я писала. Точно. Смотрите, девочки, я написала, что у нас с вами вот эти прибавки, то есть вот эта величина нас с вами сейчас интересует, составляет 12 сантиметров. Вот это вот высота скоса, скос будем формировать прибавочный. 12 сантиметров высота. Это в рядах выражается как 26 рядов. Также на плотность умножаем по вертикали. То есть для всех размеров вот эта величина скоса будет одинакова. То есть потому что у меня величина рукава идет вот в самой широкой части 25 на маленький размер. И далее по сантиметру я прибавляю по размерам 26, 27, 28. Понимаете? Высота, я имею в виду проймы. Вот. И вот здесь у меня идет, где резинка, 13, то есть вот эта часть, резинку мы потом привязываем, вот эта часть, да, самая не широкая часть у запястья, она будет 13, 14, 15, 16 сантиметров. И в разнице это все равно составит 12 сантиметров на все размеры. То есть скос для этих размеров будет един. Для всех размеров будет един. 12 сантиметров составляет 26 рядов. Нам надо по нашей плотности, вот 36 сантиметров, я умножила на плотность по горизонтали, получилось 68 петель. Надо добрать вот здесь, на высоте 12 сантиметров. Вот так. Получается такой, значит, у меня алгоритм. В каждом втором ряду мы будем 12 раз прибавлять по 5 петель. Получится так, 60 петель получится. И еще один раз 13 прибавим 8 петель. То есть 13 прибавок в каждом втором ряду. Вы поняли, да? 26 рядов. То есть в каждом втором ряду делаем прибавки по 5 петель. 13 раз и 12 раз, и 1/13 раз сделаем 8 петель. В сумме должно получиться 68 петель набираем. Некоторые новички у меня спрашивают, а как это вы добираете? Ну, так же, как обычно. Берете 2 спицы, и как вы наборные петли делаете, только на одной спице также набираете. Не знаю, можно просто накинуть петли. Просто накинуть вот так вот. Обмотать спицу, как просто обмотать. Не знаю, как это. Сейчас покажу, наверное. Так,
добрать петли, смотрите. Ну, это у меня изнаночная сторона, кстати, вот вы вяжете, иногда спрашивают, а как вот с этой стороны добрать? А я вам объясняю, переворачивайте на изнаночную сторону и добирайте так же, как по лицевой стороне. Вот как вы наборный ряд делали, да, вот так же берете и добираете сюда петельку, раз, красиво ее располагаете, доводите ее до ума, да, сильно нельзя затягивать, два, вот. Получается петельки 3 и так далее. У нас там по 5 петель идут 12 раз. Да? Вот видите, вот они включаются уже у нас в узор. Включать надо по отдельно нарисуйте каждый для себя. То есть вот этот распорядок. У нас же разные тут идут расположения узоров, да. То есть по логике, девочки, включаете петли по логике. То есть вот у нас сейчас 2 изнаночные. А потом у нас должна идти вот эта ажурная вязка по логике, вот здесь, согласитесь. Вот. Можно вот так просто накидываете, то есть не вот так, да, а просто, ну, вот так накидываете, накидываете. Потом вам, правда, тяжело это все будет, но это тоже петли. Вот. Но я вам вот так рекомендую. Я всегда так добирала. Вот так, как вот мы наборный ряд делаем, так и делаем. Так. С этим мы тоже определились, да? Теперь, в общем, вот вы добрали все это дело. И на высоту 13 сантиметров уже у нас огромное количество петель на спицах. Здесь придется вам уже перейти, наверное, на спицы такие гибкие. И вяжете. Тут вот 68 справа прибавили, 68 слева на рукав прибавилось, да, и эти по центру остаются. Вырез горловины, как сформировать, я тоже все это вам в описании пишу в виде текста. Сейчас здесь вообще столько информации вам сразу не выложишь, да, это нужно прям, не знаю, сколько в себя впитывать. Я сделала 38, 40, 42 и 44. Количество петель на вырез горловины в зависимости от размера. Вот. Вот тут ширина стоит 20, 21, 22, 23 на размеры соответственно. Идет вот эта вот ширина выреза. Здесь у нас V-образный вырез, как сформировать. Я сделала его на высоту 21 сантиметр, то есть в глубину, да. Вот. И как сформировать, там тоже в каждом втором ряду у нас будет закрываться половинка по скосу, то есть 38, значит 19 петель в каждом втором. Здесь тоже 21 сантиметр мы также перевели в ряды, у меня там, по-моему, 46 рядов получилось. Ну, 45, 46 всегда берет четное число. Вот 46 рядов и делим на 19. Ну, в принципе, чуть раньше вы заканчиваете эти все убавки, да, ну ничего страшного, провяжете просто без убавок высоту на нужную высоту, да, то есть вот так, в принципе, это разрешено, ничем страшным не грозит. Вот. Ну а потом, когда вы свяжете все эти деталечки, здесь делаете красивый шовчик аккуратный, вот здесь по бокам. Вот, сделаете на манжеточку, на круговых спицах свяжете резиночкой 1 на 1, 10 сантиметров. Поднимите петельки. Здесь по вырезу горловины также необходим будет, тоже на высоту 3 сантиметра резиночкой 1 на 1, обвязочку сделать, планочку такую. Ну, то есть, как все обычно отделываем, да, то есть, я хочу сказать, что это изделие не для новичков ни в коем случае. Да, узор легкий, простой, но вот эта вся конструкция, я думаю, что это нужно все-таки какой-то определенный опыт уже вязания плечевых изделий иметь. То есть вот этот рукав, который предполагает большое количество петель, которые нужно правильно распределить потом по узору, вот эти все прибавочные по рукаву, да, то есть здесь все-таки, девочки, требуется опыт. Итак, мои хорошие, для опытных вязальщиц я ничего больше говорить не стану. Я вам общие вот эти вот понятия, как я это все вижу, рассказала. Вот, а дальше, мои хорошие, доходите своим умом, потому что все досконально здесь предугадать невозможно.
Вот. То, что смогла, выложила в виде текста под видео для вашего удобства. А сейчас я мастер-класс завершаю. Желаю вам удачи, чтобы все вы связали и все вас радовало. До новых встреч!